5 лет тайных отношений вдали от протокола и репортерских сенсаций. И вот старшая внучка императора Акихито Мака и ее сокурсник-простолюдин Кей Камура радостно объявляют о помолвке и впервые разрешают сфотографировать себя вместе. Никаких прикосновений и уж тем более поцелуев. Принцесса и ее возлюбленный держали дистанцию в добрые 10 сантиметров. А единственное, что выдавало их чувства, это радостная улыбка Кей и нежный взгляд Мака на будущего супруга. Дело было в сентябре 2017 года, и тогда это воспринималось как доброе начало великолепной истории любви, ради которой принцесса готова была отказаться от всех титулов и покинуть императорский дворец навсегда. Читайте. Ее высочество Мака и просто Кей, японская принцесса выбирает любовь. Я буду счастлива построить с господином Камура теплую, нежную семью, в которой будут царить только улыбки, признавалась принцесса журналистам, вызывая исключительно умиление и слезы на глазах у самых сентиментальных. Без преувеличения, в течение нескольких месяцев Мака и Кей оставались одной из самых популярных пар империи. Но так продолжалось только до начала февраля, пока их история любви совершенно неожиданно не разбилась об амбиции тех, кто изначально не желал этой свадьбы. Двойные стандарты. В первых числах февраля принцесса внезапно сделала официальное заявление о переносе даты их с Кеем бракосочетания на неопределенное время в 2020 году. Причина туманна и таинственна, как и все, что касается японской королевской семьи незрелость принцессы и ее жениха и, как следствие, тотальная неподготовленность к семейной жизни. Напомним, однако, что на данный момент Кею и Мака по 26 лет, из которых они вместе 5. Оба получили престижное образование, прошли несколько международных стажировок, а юноша даже устроился работать в известную в Японии юридическую фирму. В этой связи слова принцессы о незрелости звучали как минимум неестественно. Но, пожалуй, красноречивее всего за молодых людей говорили их лица после того, как Мака и Кей впервые появились на публике после заявления принцессы. Разумеется, по отдельности. Примерно с таким же выражением опустошенности и шока на лице в свое время запечатлели британскую принцессу Маргарет, когда та, задавленная протоколом и переменчивостью общественного мнения, отказалась от отношений с капитаном Питером Таунсендом. Читайте также. Принцесса Маргарет, звезда и смерть первой красавицы британского королевства. Для многих простых японцев новость о переносе, читай, об отмене свадьбы Мака раздалась как гром среди ясного неба. Однако нарратив местных СМИ уже давно работал против брака принцессы. Собственно, всего за пару дней до заявления девушки один из таблоидов прямым текстом призывал императорскую семью отменить помолвку ее высочества с человеком с сомнительным бэкграундом. И нет, речь совсем не о происхождении юноши. Как выяснили журналисты, мать будущего жениха в прошлом была финансовой аферисткой.
Обвинение звучит громко, однако на деле вся история была сфабрикована на основании заявления бывшего возлюбленного женщины, с которым госпожа Кая проживала гражданским браком и который в течение некоторого времени финансово помогал ее детям, Кею, в том числе. Пара вскоре распалась, однако как только Кей и его семья попали в радары прессы, мужчина внезапно дал интервью, в котором заявил, что мать Кей украла из его кармана почти 4 миллиона йен. Кей Камура. Первое интервью после слухов о помолвке принцессы Мака. 17 мая 2017 года принцесса с визитом в Бутан. 2017 год. Так репутации возлюбленного принцессы был нанесен непоправимый урон. Не спас ситуацию даже тот факт, что дедушка принцессы по материнской линии выплатил долг бывшему мужчине матери Кея. Журналисты вынесли вердикт строго и безапелляционно: выдать за такого человека принцессу – все равно, что посмеяться над устоями монархии. При этом никто не стал вспоминать, что у той же кронпринцессы Масака тоже был свой неудобный родственник. Ее дедушка стоял во главе корпорации Тисса, чья деятельность привела к крупной экологической катастрофе в Японии в 50-х годах. Еще раньше в прессе инкогнито выступали коллеги Кея, критиковавшие юношу за своенравность и неподчинение начальству. Словом, СМИ развернули против трудолюбивого отличника настоящую информационную войну, к которой влюбленные явно не были готовы. Оскал журналистов сделал свое дело, принцесса пошла на попятную. Остается лишь один вопрос: кто именно дал репортерам команду ФАС? Опасность ответственности. Императорская семья Японии сегодня находится не в самом лучшем положении. Долгий кризис престолонаследия, связанный с отсутствием наследника мужского пола у кронпринца Нарухито и его супруги Масака, демарш единственной дочери императора Сайко, покинувшей дворец после свадьбы с простолюдином в 2005 году, а также затяжные депрессии кронпринцессы постепенно вылились в масштабные репутационные уроны для всего императорского дома. Последние годы ясно показали: трудолюбивый и некапризный Фути Мираел здесь, на вес золота. Семья брата кронпринца, как отмечают дворцовые репортеры в Токио, исполняет королевские обязанности беспрекословно и безукоризненно, в отличие от той же будущей императрицы Масака, которая то и дело лечит свой синдром пониженной адаптации на курортах в компании мужа и дочери Айко. Читайте подробнее. Японская Диана. История принцессы Масако без мифов и легенд. В результате на сегодняшний момент честь монархии отстаивают лишь единичные представители правящей ветви. Это, прежде всего, император Акихито и его супруга Митика, которые, однако, в силу возраста вынуждены сокращать свое присутствие на официальных мероприятиях, а также непосредственно семья младшего сына монарха, сам принц Акисина, и его супруга Кика, а также дочери Мака и Како. Единственный мальчик и третий в очереди на трон, 11-летний принц Хисахито,
еще слишком юн для представительских обязанностей, тогда как 23-летний Коко на данный момент продолжает учебу в Великобритании. Таким образом, в течение последних лет основной груз репрезентативных функций брала на себя именно Мако, которая уже успела съездить в несколько заграничных туров и заработать себе реноме японской Кейт Миддлтон. На родине старшая внучка императора также беспрекословно посещала все порученное ей мероприятия, очевидно, считая, что ее долг перед семьей куда выше личных интересов. Однако на этот раз ответственность девушки сыграла с ней злую шутку. Очевидно, что со стороны императорской семьи за неимением других более или менее работоспособных членов семьи просто так потерять столь ценный кадр как Мако было бы как минимум неразумно. Впрочем, оговоримся сразу, что речь здесь идет не столько об их величествах, сколько о бюрократическом аппарате управления императорского двора. Именно эта структура, среди прочего, просчитывает каждый репутационный риск для монархии и ищет способы их устранения. И, вероятно, именно в этих стенах была установлена дата переноса свадьбы – 2020 год. В одном из своих заявлений управление сразу официально признало, что одной из причин решения Мако Икеи стало стремление молодых людей не оттенять своим торжеством другое важное событие, и все сопутствующие ему ритуалы, для японской монархии, а именно отречение императора Акихито в пользу своего старшего сына Нарухито. Оно произойдет 30 апреля 2019 года. Однако даже после интронизации нового монарха управление не станет отпускать Мако замуж еще как минимум год, как предполагают в сети. Так будет длиться до тех пор, пока в качестве Футими Роял не дебютирует единственная дочь Нарухито и Масака, принцесса Айка. Вероятно, это случится во время Олимпиады 2020 года в Токио. Теоретически тогда же принцесса Мако сможет попросить у дядюшки, нового императора, позволения, наконец-таки, покинуть дворец. Однако совсем не факт, что она его получит. Брат на брата, пока в европейских королевских семьях принцы и принцессы старательно пытаются приблизиться к простым людям, в императорском дворе каждый член семьи все еще обязан служить шестеренкой в большой монархической машине. Долг перед старшими здесь всегда стоял превыше всего, и Мако пришлось сделать свой выбор: либо личное счастье, либо честь семьи. Примерно так же в свое время пришлось поступить ее дальним кузинам Йоко Акико, чьи простолюдины возлюбленные были отвергнуты королевской семьей. Подорвать репутацию отца принцессы не посмела бы по одной простой причине, ведь именно в ее семье в настоящий момент проживают два потенциальных императора Японии. Как и предполагалось, все упирается в неудобный порядок престолонаследия, по которому передача трона может происходить только по мужской линии. У действующей крон-пары нет сыновей, а это значит, что в один день Нарухито будет обязан передать престол своему младшему брату Акисина, а тот передаст право наследования своему сыну Хисахито.
Таким образом, единственная дочь Нарухито и Масака Айка, а также ее будущие потомки больше не смогут претендовать на хризантемовый трон. Как считают аналитики, эта ситуация порядком раздражает Кранпару, которые вынуждены терпеть возрастающую популярность семьи Акисина среди простых японцев. Впрочем, последних здесь действительно любят больше, хотя бы потому, что принцесса Кика, в отличие от той же Масака, категорически не желавшей иметь больше детей, так и решилась забеременеть в 39 и смогла родить наследника, несмотря на все опасности поздней беременности. Тем самым семейство Акисина резко пресекло дискуссии о том, что пора уравнять в правах на трон женщин и мужчин. А ведь юная Айка была в 2 шагах от престола, в парламенте даже рассматривался соответствующий законопроект, который, впрочем, после рождения Хисахито в 2006 году был сразу свернут. Можно ли здесь говорить о войне 2 братьев? Возможно, и нет. Но говорить об односторонней агрессии старшего по отношению к младшему можно с полной уверенностью. Уже, например, известно, что после восхождения на престол Нарухито его брат не получит титул наследного принца, скорее всего, для того, чтобы у новоиспеченного императора было время выбить для своей дочери право на престол. Как говорят, обработка чиновников из управления со стороны Нарухито и Масаку уже идет полным ходом. Как отмечают обозреватели, информационная охота на семью Акисина тоже произрастает из стремления кронпринца и кронпринцессы подорвать популярность родственников-конкурентов. Еще до истории с Кеймкамура в прессе регулярно выходили публикации, осуждающие чрезмерную активность Акисина и его жены Кика. Казалось бы, что здесь такого? Но и тут важно понимать силу выбранной подачи. Вместо того, чтобы поощрить Акисина и Кика за трудолюбие, некоторые, определенно предвзятые издания, начинают активно обвинять младшего сына императора в стремлении затмить кронпринца и кронпринцессу, которые стоят выше по статусу, в контексте японской культуры, в которой особо высоко ценится скромность. Это серьезное обвинение. Собственно, авторству тех же СМИ принадлежит сфабрикованное расследование против матери Кея. Такая безусловная поддержка семьи старшего сына императора и полное неприятие семьи младшего не могла появиться ниоткуда. Очевидно, что на редакционную политику этих изданий есть скрытый рычаг давления, который находится в руках влиятельных лиц, что стоят за Нарухито и Масака. В этой связи любой, даже самый незначительный удар по репутации семьи Акисина может обернуться для нее катастрофической потерей поддержки дворцовой элиты. Вероятно, что именно это принцессе и ее возлюбленному подробно объясняли в течение последнего месяца. Как сообщают репортеры японской газеты Asahi Shimbun, до заявления принцессы ее родители неестественно часто наведывались в резиденцию императора, чтобы обсудить возможные пути выхода из положения.
Но, видимо, их не нашлось. Несмотря на то, что, по некоторым сообщениям, и их величество, и родители Мака всей душой желали принцессе счастья с Кеем, даже они не смогли отстоять интересы влюбленных. Как ни крути, а долг и репутация в японской императорской семье превыше всего. И как это ни печально, но новая история о принцессе, хотевшей выйти замуж по любви, так и не суждено иметь счастливый конец. Фото: Гетто Имагас.